Тан-та-дан-тан-тан. Ой, Саш, ты что там делаешь? Что там сидишь? Сейчас спою! Что ты там засел? Давай, выходи. Выходи, все. Я ж это... Давай, отдай. болею. Давай ты что-нибудь приготовишь, что ли? Я не в состоянии. Ты у нас повар, вот и лечи себя. Давай ручку. Давай, пошли. Шалом! С вами Жрач. Осенний сезон – это сезон ОРВИ. Поэтому я решил немножко подлечиться, приготовить себе куриный бульончик по старым бабушкиным рецептам, но не совсем. Он рецепт усовершенствованный. Ингредиентов очень много. И я уж позволю такую слабость себе и прочитаю их с листочка. Курица цельная 2,5 килограмма, куриное филе половину килограмма, стебель сельдерея 300 грамм, морковь 2 штуки, чеснок 1 головка, корень имбиря 15 грамм, картофель 600 грамм, лапша яичная 180 грамм, яйцо куриное 4 штуки, масло сливочное 20 грамм, лайм 2 штуки, кинза, которая кориандр, рубленая 2 столовые ложки, лук зеленый 4 стебля, перец чили 1 штука, соль по вкусу, черный перец молотый по вкусу, белый перец по вкусу, лавровый лист по вкусу, сушеный укроп щепотка, майоран щепотка, листы бумаги для записи рецепта 15 штук, заработок с партнерки Ютьюба 84 цента, сеанс у логопеда 7 штук, задолжал знакомым 5 штук, ингредиенты когда-нибудь закончатся 1 штука. Количество ингредиентов пугаться не надо. Этого слишком много, но ты не бойся, сказал он в первую брачную ночь. Для начала готовим ароматическую основу. То, что будет в бульоне, то, что будет долго вариться, и на чем мы уже потом будем делать всю остальную магию. Это называется мирпуа. Это, знаешь, как имя какого-то французского детектива. Мирпуа. Изначально мирпуа. Какое мерзительное слово, да? Менее удачливый сосед Пуаро. Да. Французский язык весь мерзкий. Они как будто сдерживают свою блевотню. Мирпуа. Парашют. Режиссер. Лаваш. Да. Режем это все мелкими кубиками. Мелкими кубриками и обжариваем в сливочном масле. А сливочное масло... Нам писали, что что вы марку прикрываете, вы типа... вас никто не будет докапываться, вы неизвестные. Поэтому теперь покажем. Будем гордиться марками. Ничего не рекламирую, но масло ностальгии. Со вкусом бабушкиных трусов, хотел сказать. Ну ладно. И чем сразу стало мерзко, и все выключили видео. Фу, заткни бабу, заткни пи***у! Кто такой жирный? Она начинает потихонечку плавиться. Это хорошо. Как телочки от моего взора. На самом деле сковородочку побольше, но мне и так норм. Это ковшик. Сотейник. Массовик, сотейник. Ковшик. Сотейник. Нет ковшик. Сотейник. Что я там запретил тебе говорить? Джем, варенье. Теперь говорим только варенье. И бутерброд тоже запретил. И бутерброд нельзя, потому что это немецкие ценности. Следующим этапом мы потом нальем воды, бросим такую, бросим туда все... Я уже забыл это слово. Мирпуа. И свои мечты. Свои мечты. Немножко лаврового листа. 6 штук я условно сказал. На самом деле вы там на глазок. У меня вообще общее место такое. Я считаю, что все, что готовится в духовке, там нужна точность. Потому что выпечка — это как химия. Она не терпит
А все, что готовится на плите, ну, или вне плиты, там, салатик какие-нибудь, еще что-то, это все на глазок. И так даже лучше, потому что вы всегда это сможете приготовить, даже в зомби-гей-апокалипсисе с комфоркой с газом. Так вот, тематика, ты же хотела что-то про болезни. Что ты хочешь сказать про болезнь? А у меня нет, я не знаю, я У меня есть только что одна знакомая из меда. Знакомая. Ну ладно, женщина моя. В общем, она была на цикле занятий по фтизиатрии. Фтизиатрия — это наука, ну даже не наука, а как область, где лечат туберкулез. Там был пацан, у которого туберкулез таранной кости, это в ноге, который я ломал вот недавно в борьбе с апатией. И, черт возьми, это самое тупое место для того, чтобы... То есть тубик такой идет, мочка уха, нет. Какой тубик эстет? Правое, 7-е ребро, нет. А черт возьми, таранная кость, это классно. Этого еще не было. Этого еще не было. Такой тубик хипстер. Тубики. Болезни прогрессируют, видите? У них тоже есть своя мода. Не стоит. Как это классно выглядит. Это да. Пар такой. Там кроме пара, посмотри, какая красота. Вот, блин, теперь я похож на Высоцкую. Нет. Правильно в комментах писали. Ну тогда бери и ешь детей. Срочно. Сука. Нужно покупать, кроме бухла, для выпусков еще... Детей. А, теперь мы не скрываем марки. Мы же теперь гордые, да? Да, это овощи. Это овощи. А вот это винишко с гранатом. Винишко с гранатом очень хорошее. Оно какое-то, по-моему, армянское, да? Или типа того. Тут написано Армения. Полагаю, что можно доверять производителю. Вкусняшка. Убери палец с граната. А, да. Позвони. Алкогольку на заметку. Это отличное винишко. Отличное винишко. Недорогое. Пока еще. Пока еще не. Или пока отличное. Пока отлично, да, это тоже. Не играй с едой. Сейчас сварю. Это была инсценировка «Титаника», по-моему. Причем все, включая танец. Начиная с танца и заканчивая... Ты просто не видел, как она красиво ушла на дно, бурля. Эта сценка называется «Хованский накопил на джакузи». Но он не такая горячая чекуля, как наш, так что... Теперь мы берем всю эту красоту, великолепие и медленно, Печально. печально. Красиво. Живенько. Да. К столу! Ну, в общем-то, ждем. Часа 2. Развлекаемся, пьем винишко, говорим о женщинах, ходим в кабаки, играем в преферанс. Я не насаждаю образ алкоголика. Это очень весело и не очень полезно. Я должен был сказать это когда-то, да? Бульон у нас должен быть концентрированный, поэтому мы варим минимум 2 часа, максимум, ну не максимум, максимум, наверное, часа даже 4 или часов 5, но оптималка 3 часа. Поглядываем за бульончиком. Как все должно быть? Все должно быть вот как вы видите. Если будет пена, ну вот, например, пена такая густоватая, вы ее все сливаете, потому что это все пена из-за, не знаю уж по биохимии процесса, потому что там, простите меня, извините, но густую пену надо шумовочкой снимать. Воды, ну да, если вам кажется где-то на первом часу, что бульон выварился слишком сильно, ну мало ли у вас такая шибкая плита или такая здоровая кастрюля, долейте еще воды кипяченой, дальше после часа не надо, потому что бульон должен быть концентрированный, насыщенный и всячески пропитанный нашей сочной курочкой. Целебные свойства, там вся фигня, белки. Для того, чтобы почистить имбирь, а имбирь нам нужно почистить перед тем, как мы будем варить бульон,
который мы уже варим, на самом деле это все обман, магия кино. Нам нужно два предмета. Это нож, который вы уже видели, мой прекрасный красивый нож, и ложка. Как мы это будем применять? Берем корень имбиря, оно нужно будет на такую кастрюлю грамм 15, может быть плюс-минус там побольше, я бы даже сказал плюс, потому что я, например, хочу, чтобы мне нос пробило, гортань, пазухи, все остальное, и для этого концентрация должна быть пошибче. Если вы не едите это в условиях простуды, а хотите скушать просто так, то всего это, наверное, не надо проводить. Берете ложку, берете обычную грань, и ложка должна быть такая удобная, и начинаете чистить. И это гораздо удобнее, чем ножом. И чистится она просто прекрасно. Есть, интересно, долбанутые, которые решили почистить маринованный имбирь после того, как в рецепте написали имбирь 15 грамм. Я надеюсь, вы не из тех, наши любимые подписчики. Вот, собственно, печерышечка готова. Привет, это курица. Hot Bucket Challenge. Я передаю эстафету Петрушке. Лавровому листочку. Лавров, давай кидай его. Выполнил, еще троим передает. И Куклачеву. И скоро Франция нет, не будет французов. Исчезнут они. Так что все, что идет в нарушение природы, это все исчезает, растворяется. И наркотик или спиртное – это нарушение, увод. Наш бульон доварился, мы уже изрядно выпили. Ну, так и делается весь жрач, если для вас это секрет. И поэтому мы выливаем через сито в другую кастрюлю. И походу хватит. Все овощи и Самый сок. самый мусорный сок мы оставляем. Весь бульон, а это самое, черт возьми, драгоценное, что у вас есть. Если вы это посеете, то вы просрали 3,5 часа зазря. Вам это нахрен не нужно. Вы оставляете, потому что в этом весь сок. Потом мы кинем в этот бульон картошку. И сейчас это увидите. Сварим ее. Картошку порезанную можно крупно резать. Дольками. Длинными. Продолговатыми. Ваш пенис. Это нормально, что у меня все шутки на сексуальную тему? Может быть, у меня комплексы? Нет, подожди, не отвечай. Да, у меня может быть комплексы. Но почему бы не шутить на тему пенисов и вагин? This is a $500,000 commercial. I am not sending them a fart joke. Farts are comedy gold, you idiot! So wait, I'm got to run around defending your farts now. Is that it? Talk to anyone. Look at a Ben Stiller movie. Talk to the South Park guys. We don't love it. We don't like sitting there typing out fart jokes, but they pay the bills. Look at anything that's made money in America. It has a fart joke in it because it goes back to cave days. Everyone laughed at that. Теперь мы должны взять столько, сколько мы нарезали картошки. Изначально должно быть 600 грамм. У нас, наверное, чуть побольше, поэтому я не все засыплю. В вон тот приготовленный бульончик от всего этого великолепия. Где-то на среднюю температуру. Вы же не хотите, чтобы он выпарился и все ваши труды пошли на сварку. Вот и я не хочу. Я решил, что буду как Джейми Оливер, поэтому я буду постоянно вот так вот делать руками. Также делает и Гордон Рамзи, но Гордон Рамзи, когда делает вот так вот руками, он еще на всех матерится и ругается. А Джейми Оливер, он такой добрый, душевный. Он, когда вот так вот делает руками, он очень нежный, он общается с публикой. Просто все его любят, просто потому что делает вот так вот руками, Он делает так руками. Так вот. Мы сварили бульон, который мы варили почти 3 часа, слили его отдельно, туда повесили картошку, туда же, где мы поместили картошку, в нашем конкретном случае, покажи,
У нас получилось 2 кастрюльки, потому что у нас нет вот такой же большой гигантской. Теперь, как мы поместили картошку, которую мы нарезали предварительно, где-то полкилограмма, может быть чуть-чуть больше, мы должны поместить куриное филе, потому что кроме той куры, что мы отделим от той курицы, которую мы варили до этого, мы должны поместить классную курицу, без костей, без жира, которая выглядит вот так. Соответственно, мы берем вот эту куру и кладем вот туда. Теперь ждем, пока сварится картошка и курица. Тем временем ту курицу, которую мы с овощами через сито отделили от бульона основного вместе с курицей и овощами, мы отделяем кожу от костей и мяса, которое снова потом пойдем в бульон. Довариваем это и кушаем вместе с вермишелью, которую засыпем в самую последнюю очередь вместе со специями. Туда вываливайте все то, что вы отделили, то есть курицу, которая выварилась с овощами, обратно. И мы кидаем вермишельку. На самом деле, вермишельки нужно 180 грамм, но я в душе не чаю, сколько нужно. Поэтому я насыплю полпакета. Мы варим. Получится такой насыщенный куриный бульончик. Тем временем для украшательства нам нужен сотейник, который ковш. Мы набираем в него холодной воды. Мы берем яйца и опускаем 4 штуки туда. В прекрасный бульон, который ставим тоже на минимум, бросаем лучок, чили и специи. Это то самое волшебство. Чудесные итальянские специи, которые я привез, собственно, из Италии. Оно прекрасно. Белый перец. майоран, потому что в каждом блюде должна присутствовать какая-нибудь итальянская трава, название которой никто не знает. И, конечно, сушеный укроп. Укропа свежий неплох, но я сегодня не припас, да и не нужен здесь. Сушеного вполне хватит. Здесь слишком много зелени, здесь слишком много ароматов. Здесь есть сельдерей, лук, морковь, которые дали ту самую пряность, которая необходима для бульона. Мы берем яичко, кладем вот сюда. Берем, например, второе яичко, только уже четверть, кладем вот так сюда лепесточком. Берем еще 2 яичка, которые лаймом, кладем лепесточком. Получается очень необычно и красиво, а почему бы и нет? Куриный бульон готов. Не болейте и возобновляйтесь. Слышите ли вы эти ноты? Лично я – нет. Но кто-нибудь слышит наверняка. А кто-то стирает носки. А кто-то, скорее всего, вы, мой дорогой зритель, смотрите программу «Жрач». То, у чего есть начало, и у чего, к превеликому сожалению, есть и конец. Сегодня у нас в гостях ювелир, айтишник, любитель самбуки и просто человек-паровоз Дмитрий. У тебя так здорово подвешен язык. Ты видел мой язык? Он совсем не похож на Робина Уильямса. И наш гость выбрал. Я не люблю Гуфовского, зато люблю бухать. Я не люблю Гуфовского, зато люблю бухать. Выбор спорный, зато с бесспорно одухотворяющим эффектом. И для коктейля нам понадобится лимон в бутылке 50 мл. Лимон без бутылки, маленькая долька. Ванильное молоко по вкусу.
щепотка лимонного же перца, таблетку цитрамона для того, чтобы осознать, что вы натворили вчера, чуть-чуть глазных капель для того, чтобы увидеть, что вы натворили сегодня. И, само собой, мармеладный червячок для того, чтобы червям в вашем желудке было не так одиноко. Все это и волшебные, да более знакомые слова. Пожалуйста, мистер музыкант, сыграйте. Ловкий ход. Раз, два, три. Я не буду это пить! Раз, два, три. Лучше серная кислота! Раз, два, три. Чем я занимаюсь? Я не знаю. Впервые на камеру. Я всегда пью эту дрянь хотя бы чуть-чуть. О, отлично. Итак. Лучше серная кислота. Лучше серная кислота. Поверьте. Поверьте, уважаемые дамы и Так господа. мерзко. Я думал, что... Не, на самом деле, хуже соленого вина не было ничего в моей жизни. Это прям рецепт ада сразу. Но факт остается фактом. Мы, ну лично я, всегда пробую... Упоролись. Это Упоролись. настолько Всегда плохо, пробую да. эту дрянь. И Знаешь, это неплохо, это мерзко.